Неля, 75. Вячеслав, что делать? Моя работа в разное время суток смотрится по-разному. И не могу определиться. Иногда, например, хочется дописать, а потом видишь, что нет, ничего не надо. Неля, мне кажется, главный критерий, если речь о цвете в работе, это дневной свет. Именно поэтому студию нужно обработать, укомплектовать источниками, близкими по цветовой температуре к дневному свету, к естественному. Поэтому если вы зажигаете вечером желтые, например, лампочки, как это, конечно, желтые цвета в работе потеряются, их не будет видно. А при дневном свете все будет в балансе. Поэтому и писать нужно всегда работой при дневном свете, либо с источниками дневного света. По цветовой температуре, как сейчас на улице, они как лампочки желтые. Когда вы пишете, света должно быть много. Если вы пишете вечером, сейчас малый световой день, приходится вечером писать, света много, и он должен быть такой мягкий, рассеянный. В современных светильниках светодиодных, которые, кстати, можно купить именно с этой нужной цветовой температурой, по-моему, 4000 кельвинов, поправьте меня, если я ошибаюсь. Еще есть рассеиватели, специальные такие плоскости, то есть светильник, а потом еще такая в зависимости от размера, такая матовое оргстекло, пластик такой матовый, который дает рассеянный свет. Я думаю, это поможет вам определяться. Должна быть константа в цветовой температуре, когда вы пишете, когда вы смотрите. User QB1, а бывает наоборот, выполнишь этюд на пленэре акварелью и недоволен им, забудешь о нем. Случайно наткнешься, через какое-то время и радуешься, что не выбросил. Да, а если еще раму сделать, так рама вообще, она все облагораживает. Она показывает, что все завершено. Вот именно так должно быть. Она объединяет, она довершает даже неудачную какую-то работу, она делает ее законченной. Потом еще какой момент. Чем больше мы работаем, и казалось бы, что это какие-то неудачные работы, но поскольку мы пишем по-разному, эта разность, она для нас бывает неожиданно. Мы уже забыли, какие там поиски совершали, а тут раз, она выделяется своей неожиданностью. Ведь мы-то пишем впечатление. И когда это есть в работе, это считывается. Энергия вашего состояния, художника, когда вы это делали. Это ценная штука. В отличие от того, что вы там передаете какие-то детали пейзажа. Есть они, нет. Ах, как красиво, как похожие, прям я узнаю. Это еще одна сторона. Вторая история, когда вы узнаете и не узнаете это место, которое написано, но оно такое волшебное, оно светится такими новыми красками, решение найдено, неожиданное. Тогда, конечно, такое выбрасывать ни в коем случае, потому что не бывает плохих этюдов. UR5, как вы относитесь к грунту Гесса? У нас в России его не продают. В Америке я пробовал, нормальный грунт, профессиональный. По-моему, там различных модификаций. Но мне все равно он не очень подходит, потому что я фанат тянущего грунта, а он все-таки акриловый, и такая пленка мне не подходит. Но вполне возможно, кто знает, скажите, может быть, Гесса уже есть такие варианты, напоминающие тянущий грунт. Если кто-то пробовал, напишите его маркировку, чтобы мы все знали. Спасибо. Сара, Казань. Вячеслав, если можно, сделайте, пожалуйста, урок для первоклассника. Самые азы в живописи, я их спешу и на листок, и на стену. Например, небо, море поцветнее, ближе к горизонту теплее, желтый кобальт красный, ближе к раме, к художнику цвет более насыщенный голубой. Чем ближе к нам, тем ярче, чем цветы наоборот, чище цвет, на удалении чуть голубее. Это просто к примеру. Какая тень должна быть в разных ситуациях, как придать глубину атмосферу, как уйти от мультяшности. Приходится бегать по каналам, искать информацию. Нигде ее не найдешь правильно,
собрать все в одном. Большая просьба Сара Казань. Сара Казань. Сара Казань, я много раз говорил, что есть единственное правило – доверять глазу. Все, что вы перечислили, это шаблоны, по которым нельзя, трафареты, по которым нельзя сделать живопись. Каждое состояние даже одного мотива, разные состояния все время. И вы хотите, чтобы я тут расписал, это что такое будет? Меню такое? Как, что с чем смешивать, чтобы получился борщ? Да даже борщи разные получаются по вкусу, при том, что хозяйки разные, ингредиенты сыпят те же самые, а вкус разный. Как это? Нет такого правила, какой должна быть тень. В помещении, говорят, тени холодные, а там, значит, на улице тени теплые. Ну, какой бред. Тени разные, в зависимости от влияния среды. Стоит здесь так, холодная стена или вот окно холодное, значит, будет сюда холодный свет. А тень? Вы думаете, что она обязательно должна быть теплая? А здесь, если источник света, еще холоднее. Какая будет тень? Синюю лампочку, например, зажжете вот здесь. И что? Будет, значит, синяя, холодная, еще холоднее, чем оттуда. Все во взаимовлияниях. Все объекты, которые вокруг нас, влияют на нас. Раз появилась какая-то красная рубашка здесь, красный человек в красном, с флагом, например. Конечно, будет рефлексировать от него вот это знамя, вот это труселя красные. Конечно, здесь будет чуть-чуть везде краснее. Все мои уроки, которые я показываю в своей школе, нацелены на то, чтобы вы развивали глаз, замечали разницу в тональности, причем больших масс. Я понимаю, что вот я сейчас говорю это, и опять это не отложится. Но надо смотреть уроки, надо приезжать на классы. Тогда будет шаг за шагом откладываться, и вы начнете этой оперативной системой по-другому пользоваться. Ее нужно перепрошить, перепрограммировать. Все, что до этого делали, как вы видели, это на другое видение нужно сориентировать. Другое программное обеспечение воткнуть. Художник по-другому увидит просто. Нет никаких правил. Ближе к раме, дальше к раме, насыщенный, ненасыщенный. Нет. Обратите внимание, в школе уроки с малым форматом. На малом формате делаются. Там как раз вот эта задача видения большими массами, она развернута, ей можно следовать. Посмотрите, попишите что-нибудь подобное, но с натуры. Это важно, очень важно. Алыча зацвела. Так называется 30-й урок в серии «Малый формат». Я прошу вас обратить на эту серию очень пристальное внимание, потому что речь вот в каждом уроке идет о том, как решать просто сложные вещи, как найти композиционный центр и подчинить этому главному центру все остальное. То есть не высовывались, чтобы не выпячивались с задних рядов персонажи на нашей картине. Как лепить цветом большие формы, большие массы. Как касаться кистью. Разные степени нажима, надавливания кисточкой на холст существует. Писать в растирочку малым количеством краски – это не единственный ход в живописи. Иногда нужно много краски зачерпнуть на кисточку и слабо коснуться. Эффекты от различных касаний, от степени надавливания кисти на холст разные. Посмотрите урок, я думаю, вы получите очень много информации полезной, и шаг за шагом, урок за уроком приведут вас к новым результатам, к новым победам. Я в этом убежден. Удачи вам! Никаких контуров нет в природе контуров, просто лепим цветом все вот большие массы. В конце ролика, в заставке, в самом конце, появится баннер с 999 уроком. Все понимаю, но писать не могу. Искусство видения пятнами, доработка этюдов в мастерской. Я рекомендую посмотреть это видео. И если зайдете на мой сайт, обратите внимание на папку «Малый формат». Там выложены работы, которые к продаже. Сейчас Новый год. Дарите настроение своим друзьям и себе.